Всем привет, с вами канал Календарь Рыболова, меня зовут Алексей. И вот таким красивым солнечным морозным утром встретила сегодня меня природа. Полный штиль, светит солнышко. Вот такой вот ледок образовался на камнях от прибоя. Вот уже появились сосульки на ветках. Вчера с моим другом Юрием мы выезжали на рыбалку на хищника, замечательно порыбачили, получили массу удовольствия. Правда, он немного поиздевался надо мной своими постоянными поклевками, но я свою единственную поклевку заработал лишь на последнем забросе, перед тем, как уже собирались в лагерь, в землянку. Но рыбку поймали, судачка вечером поджарили, замечательно покушали. Ну, сегодня Юра тоже отправился на рыбалку. Ну а я остался у землянки, так как не за горами уже серьезные холода. И нужно в ближайшее время заканчивать с наружными работами, пока земля не промерзла и есть возможность ее копать. Сейчас на улице 10 градусов мороза, но землянка успешно прошла проверку на мороз. Все так же я подбросил в 12 часов ночи последний раз пару поленцев, и с утра была температура 18 градусов. Вполне комфортно, с учетом того, что она еще далеко не вся засыпана. Я думаю, что зимой будет все в порядке. Ну а сейчас я раскалю пару пенечков и растоплю печь, чтобы землянка не остывала. Вот и все. Когда помещение хорошо утеплено, дров требуется совсем немного. Вот так. Дрова в печке быстро разгорелись, и вода уже практически закипает. Сейчас я быстренько пью чай, и меня снова ждут физические упражнения с лопатой. Сегодня я хочу основательно засыпать этот угол, потому что вот здесь, если вам видно, тент начинает оплавляться. И вот эта вата, но она вроде не горючая, но она тоже так потемнела, немного обуглилась. И я хочу здесь хорошенько засыпать и на крышу закинуть, и так, чтобы вся труба уже была под землей. В общем, снова начинаю земельные работы. Дела потихоньку движутся. Вот дымоход уже полностью засыпан землей со всех сторон. Теперь я не переживаю, что тент может загореться или расплавиться. Вот такой приличный слой земли, около метра, подсыпанный уже с этой стороны. Сюда я положу еще одно бревнышко, последнее. И я думаю, что дымоход полностью спрячется. Буквально немного будет выглядывать из земли. На крыше тоже добавится хороший слой. Хотя сейчас мороз еще не спадает. Сейчас около 8 градусов мороза. Но если верить телефону, градусник я термометр не выносил на улицу. Буду продолжать еще подсыпать на крышу. Думаю, что полуметра грунта на крыше будет достаточно для комфортной зимовки в землянке. На землю я выбираю так каскадами, чтобы склон не обрушивался. Ну и заодно будут такие ступеньки для выхода наверх за дровами, по грибы, или просто прогуляться по зимнему лесу. Зимой, когда будет скользко, снег, без ступенек будет тяжело выбраться, чтобы заготовить дровишек. В общем, глаза боятся, а руки делают.
что, этот угол пока останется в таком виде. Еще, конечно, нужно немного подсыпать, подровнять, подложить бревнышки. Но, в принципе, он уже основательно утеплен. Большой слой земли. И тепло от печки, которая находится возле этой стены, уже не будет уходить на улицу, а будет исключительно греть помещение. Хотя на улице до сих пор мороз, я приоткрыл двери, потому что в землянке очень жарко. Но сейчас я начну засыпать угол, в котором оказалось больше всего щелей. Бревна не очень хорошо были подогнаны. Я попытаюсь сделать эту работу, пока земля еще не промерзла. Ну и параллельно я буду копать обводной канал, по которому в случае серьезного весеннего паводка талые воды смогут обойти, минуя землянку. Некоторые зрители очень настойчиво пишут в комментариях, что землянку весной смоет талыми водами. Но я уже отдыхаю здесь более 10 лет, в разные поры года, в том числе и весной. И ни разу не видел хоть сколько-нибудь серьезного паводка. Все талые воды уходят в грунт. Лес очень хорошо впитывает все это. Весной деревья оживают и активно втягивают всю влагу из почвы. Поэтому максимум, что здесь может быть, небольшой ручеек, по которому даже кораблики не запустишь. Понемногу вырисовываются очертания обводного канала. Эту стенку я тоже уже хорошенько присыпаю. Все остатки от строительства, бревнышки, обрезки, я все поскладывал сюда, чтобы меньше засыпать землей. Я думаю, хуже не будет от этого. Если оно там и перегниет и осядет, то дальше можно будет подсыпать. Ну а канал вот так буду продолжать. Подсыпать эту стенку. Возможно, придется сделать мостик небольшой, для того, чтобы подходить к землянке от водоема. Но если все-таки будут серьезные паводковые воды, то, возможно, я сделаю тут небольшую запруду и сделаю в этом овраге такой небольшой прудик декоративный. Можно будет запустить туда карасиков или карпиков, потихоньку подкармливать. Время уже 1:30. Я пойду сейчас готовить обед. И заодно буду составлять список вещей, материалов, инструмента, оборудования. Все, что мне нужно сюда завести для комфортной и автономной зимовки. Сейчас буду проверять, чего мне не хватает конкретно, и записывать. Так, навскидку, в первую очередь, это, конечно же, большой аккумулятор, солнечная панель. Еще я хочу привезти умывальник, чтобы мыть посуду и умываться в тепле, потому что в реке уже не очень хорошо отмывается посуда, вода холодная.
Я стараюсь сильно не использовать моющие средства, чтобы не загрязнять, так сказать, природу. Еще нужно большое металлическое ведро, чтобы в нем греть воду и принимать водные процедуры. Как только я приступил к приготовлению обеда, мне позвонил Юра, сказал, что уже возвращается с рыбалки. У него появились срочные дела дома, поэтому он сегодня пораньше будет возвращаться. Но я поеду с ним, чтобы забрать свои остальные вещи, привезти основные габаритные вещи. Но я думаю, что мы уже за раз полностью перевезем. Оставляю здесь все как есть. Надеюсь, Юра не откажет, и завтра мы снова приедем и перевезем все оставшиеся мои вещи. Как раз очень удачно получается. С завтрашнего дня будет небольшое потепление. Сегодня морозец так и держится, около 4-5 градусов сейчас. Хотя я не сильно доверяю прогнозам погоды, но будем надеяться, что на этот раз они угадали. Да, и по этому поводу есть неплохой анекдот. В общем, встречаются учительница младших классов и ее бывший ученик, который уже давно выпустился, где-то в транспорте, например, в метро. В общем, подходит Вовочка и говорит: Марья Ивановна, здравствуйте, помните меня? Я учился у вас в классе. А, да, привет, Вовочка, узнала тебя. Как вы поживаете? Все еще преподаете в школе? Да, Вовочка, все в порядке, обучают детишек. Ну а ты, Вовочка, как живешь? Чем занимаешься? Где работаешь? На что Вовочка отвечает: Марья Ивановна, у меня все в порядке, работаю я в метеоцентре, предсказываю прогноз погоды. Да ты что, Вовочка, а ведь раньше такой честный мальчик был. Вот такой вот анекдот про наших работников метеоцентра. Но я сейчас соберу инструмент, забирать его домой не буду, потому что завтра все равно возвращаться. Сейчас где-то его хорошенько припрячу. Надеюсь, никаких разбойников и ворюг здесь не будет. Ну и буду дожидаться Юру. Я так понимаю, что он уже выехал, что у меня минут 15 еще есть. Ну вот и Юра возвращается с рыбалки. Мчит полным ходом. Получается, лодка не полная рыба, раз так быстро идет. Сейчас узнаем, как его успехи в сегодняшней рыбалке. Довольно быстро вернулся. Привет рыбакам. Привет рыбакам. Что-то ты не сильно доволен. Ну да, татами разве за ними успеешь? За кем за ними? Что там? Браконьеры? Браконьеры всякие. О, кто-то есть. Один всего. Да, сколько надо. Ну, хорошо. Тебе радость? О, сколько? Ну, грамм 400. А? Грамм 400. Может 300, да? Что-то он у тебя не очень живой. А? Не очень живой. Нашел где-то? Печь потухла. Продукты упаковали в ящик от мышей. Все, будем грузить лодку. Да. И... Надеюсь, все по плану, и завтра возвращаемся. Да, давай, вперед. За нами. Так, ничего не забыли? Так. Ну все, скоро вернусь.